Никогда не поздно исправить совершенные ошибки и оставить о себе добрую память на долгие годы. Так случилось с Доном Монтеро, богатым владельцем сети ресторанов, который всю жизнь положил на то, чтобы развить преуспевающую сеть в Испании. В вечных делах мужчина не заметил, как в его организме развилась болезнь. А когда пошел к врачам, было уже поздно, и удачливому дельцу оставалось недолго на этой земле. Всю свою жизнь он учил своих сотрудников, что нужно с добротой и отзывчивостью относиться ко всем людям, вне зависимости от статуса и размера кошелька. А потому в последнее время, отпущенное бизнесмену, он решил проверить, как хорошо его сотрудники помнят его наказы. Дон Монтеро облачился в рваные и старые одежды и притворился бездомным бродягой, который много перенес в своей жизни. В таком виде он пошел в свой ресторан, чтобы узнать, как именно отнесутся его работники к слабому и нуждающемуся человеку. Когда он пришел в первый ресторан и попросил немного еды, управляющий не только не узнал своего начальника, но и накричал на него. Выгнал, указав на низкий социальный статус бродяги и его немощность. Дон Монтеро был очень опечален, что его сотрудники так обращаются с людьми, которым меньше повезло в жизни и которым нужна помощь. Во втором ресторане история повторилась, и тогда Дон в тех же лохмотьях направился в третий, самый старый из своих заведений, где работал его друг и правая рука. Именно этот человек начинал бизнес вместе с Монтеро, и именно ему ресторатор планировал отдать свое дело. Но то, как повел себя верный друг, в корне изменило решение бизнесмена. Бродяга подошел к Росио, как звали друга, и попросил его пожертвовать немного еды. Тот отвечал вежливо, но просьбу удовлетворять не спешил, а наоборот попросил покинуть заведение. Когда же Дон стал настаивать, то Росио сказал ему, что положил массу труда на развитие сети ресторанов и, в отличие от глупого владельца, готового кормить каждую попрошайку, он не собирается рисковать репутацией заведения, ведь скоро именно он станет законным владельцем сети. Выйдя из ресторана, Дон Монтеро не мог поверить своим ушам, ведь это были слова его друга, которому он доверял. Опечаленный бизнесмен не мог сдержать слез, настолько его терзала обида за себя и тех нуждающихся людей, которым сотрудники ресторанов могли также отказывать. Придя в последний ресторан, Монтеро уже не верил в чудо, но на удивление его приняли, как обычного посетителя, и накормили. Управляющий по имени Матео рассказал свою историю бездомному, о том, как он сам еще год назад нуждался в деньгах и работе, слоняясь по улицам, а владелец ресторана накормил его и взял на место менеджера. Теперь Матео хотел сам помочь кому-то и предложил бродяге работу. Такое поведение полностью изменило решение Дона. Собрав всех менеджеров, он показал им свое облачение, а затем уволил их, оставив свой бизнес доброму Матео, который бы смог продолжить дело Дона и помогать людям в беде. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Что вы думаете об этой истории? Пожалуйста, напишите мне свое мнение по этому поводу в комментариях.